Сегодня мы вам расскажем о молодой 17-летней девушке из Сиэтла, что в США, по имени Элли. Недавно Элли со своим отцом ездила в отпуск на Ямайку. В один из дней они решили покататься верхом на лошадях, которых можно было арендовать на местном ранчо. И пока отец девушки договаривался о стоимости конной прогулки, Элли решила прогуляться и рассмотреть проживающих там животных. От увлекательного занятия ее отвлекло жалобное повизгивание. Обернувшись, она увидела щенка с рыжей шерстью, который выпрашивал у посетителей еду. У него был вид истощенного и нездорового животного. Позже девушка узнала, что щенку не больше 3 месяцев. И в этот момент ее посетила безумная идея забрать щенка к себе домой, чтобы спасти его от голодной смерти. Но это оказалась трудновыполнимая задача. Во-первых, Элли находилась в чужой стране, а во-вторых, щенок был уличный и без соответствующих документов. Неудивительно, что ее затею никто не поддержал. Но Элли не собиралась отступаться. Она отыскала в интернете контакты местной организации по защите животных и попросила у них помощи. К удивлению всех, они не отказали. Работники организации предложили свой вариант выхода из сложившейся ситуации. Их задача – вылечить Кингстона, такую кличку получил щенок, и отправить его воздушным транспортом в Сиэтл. От Элли требовалась только финансовая помощь. Чтобы собрать необходимую сумму денег, Элли, будучи уже на родине, организовала сбор денег через социальные сети. На ее просьбу откликнулись почти все интернет-друзья. И очень скоро Кингстон, подросший и здоровый, прилетел Элли. Забирать щенка пошли всей семьей. Сначала Кингстон выглядел испуганным, но когда заметил свою спасительницу, сразу взбодрился. Первое время в новом доме щенок немного стеснялся, но после того, как Элли его несколько раз приласкала, начал чувствовать себя уверенней. Сегодня Кингстону уже 8 месяцев. На данный момент времени он чувствует себя прекрасно и радуется каждому дню. Все члены семьи искренне полюбили своего нового питомца и ни разу не пожалели о своем решении. А про Элли хочется сказать отдельно. Таких людей, как она, по праву можно называть героями. Как призналась Элли, до случая с Кингстоном, она никогда не задумывалась о судьбе бездомных животных. А свой поступок она назвала самым правильным за все 17 лет. Элли обращается ко всем жителям планеты с просьбой не быть равнодушными и помогать всем, кто нуждается в помощи.